прошлый раз мы узнали, что первые достоверные славяне в Паннонии зафиксированы только лишь в VI веке. Но что было до этого? Некоторые из зрителей задавали вопрос, а кто же был в Паннонии и, можно сказать, еще в Иллирике до того, как славяне появились там? Но действительно, кто был в Паннонии до того, как тут появились славяне, значит, до VI века? Начнем наш рассказ сегодняшний довольно широко, так сказать. То, что заметил на протяжении того времени, как занимаюсь славянами и вообще историей, есть некоторые моменты, которые мы, даже как историки или как археологи, как языковеды тоже, очень часто забываем. А это факт состояния окружающей среды, в которой жил человек в определенный момент. И так, если посмотрим на историю того, что было на Балканах, что было на пространстве от современных самых западных границ славянского мира, Словении, до самых восточных границ на славянском юге, то есть на берегах Черного моря, мы видим, что природа довольно отличалась. В первую очередь тут было намного больше лесов. Как правильно ударение? Лесов. Да, тут было намного больше лесов. Даже сейчас, если посмотреть, допустим, на территорию Словении, она на 60% покрыта лесом. В прошлом этот процент был еще куда выше. И понятное дело, что именно в лесу многолюдный народ жить не может. Просто потому, что жизнь в лесу – это значит, что касается ресурсов, главное занятие людей – это будет охота и рыболов. Ну, и таким образом жизни, занимаясь охотой, занимаясь ловлей, не можем прокормить очень много людей. С этой точки зрения поледельчество намного лучше, намного больше прокармливает большое количество людей. И зная все это, и зная некоторые вещи из демографической истории, как мира, так и в отдельности этого балканского пространства, мы довольно смело можем утверждать, тоже исходя из археологических находок, могил, мы можем утверждать, что на Балканах, да и сейчас не очень много людей живет. Нас в лучшем случае около 35 миллионов или может быть 40, но уже это так с натяжкой. Ну так, между 20 и 35 миллионами людей живет на этом пространстве. Самый большой прыжок, конечно, был в 20 и 19 веках. До этого людей на этом пространстве, на этом просторе было намного меньше. Тем более, если говорим о VI веке, еще больше, если говорим о переходе в нашу эру, еще больше, если переходим, допустим, в IV, III, VI век до Рождества Христова, людей на этих местах было еще намного меньше. Еще одна такая особенность именно этого ареала, этого пространства, это то, что тут было много болотистых регионов. Болотистые регионы тоже не очень хорошие для того, чтобы там жило много населения. И, допустим, если взять как пример только Хорватию, эту северную часть Хорватии, Славонию, там, особенно в восточной Славонии, эти болота были очень присутствующие вплоть до правления императрицы Марии Терезии, австро-венгерской, вернее, не австро-венгерской, а габсбургской императрицы. Только тогда начались большие такие проекты по управлению болотами. И именно тогда многие болота были уничтожены, тем самым было сделано место для поледельцев, для новых колонистов, и в то же самое время начали населять на территорию Славонии и также Воеводины многих русинов, словаков, чехов и немцев. Но давайте вернемся к главной теме. Ну,
Значит, эта топография наша, она была такая. Она в большинстве Европы на самом деле была такая. И тут не было каких-то огромных, ужасно больших городов. Да и сейчас тоже таких ужасно больших нет, особенно в сравнении с русскими городами. Да. Сколько у нас на Балканах городов-миллионников? В Словении вообще ни одного такого. В Хорватии, ну, как бы Загреб близко, но тоже не совсем. Но потом дальше, если говорим про Боснию и Сербию, ну, Белград, допустим, да. Или про Болгарию, не помню, София город-миллионник или нет. Ну, а про Македонию тем более, там во всей стране около 2–2,5 миллионов. Вот. Ну, и когда говорим о глубокой истории на этом пространстве, мы, исходя из этих данностей, должны осознавать, что, что просто это мифологизация, которая в лженаучной культуре развивается, что тут какая-то очень-очень огромная большая цивилизация жила, которая после себя что-то и оставила, но видим, что это не имеет особо смысла. И если говорим о Паннонии, начиная, допустим, с времен кельтского переселения, это было где-то в 3–4 веках до Рождества Христова, это когда латинская и гальштатская культура начинают распространяться очень сильно по всей Европе, даже достигая на западе Атлантического океана, а на востоке и Украину, и даже попадают на территорию современной Турции. И обычно эта археологическая культура, эти археологические культуры, они как раз связываются с кельтами. И с того, что мы знаем о населении, которое жило на территории Паннонии и Иллирикума, все, что о них знаем, мы знаем из римских источников. И по большому счету сохранились только названия всяких племен разных. Из них то, что мы знаем, речь идет о индоевропейских именах. Кому точно они принадлежали, очень сложно сказать. Да, традиционно говорилось тут о присутствии иллиров и келтов. Но иллиры в строгом смысле, они населяли только территорию, которая находится примерно там же, где современная Албания, ну и чуть севернее. Это иллиры в строгом смысле слова. А потом другие народы, они наверняка родственны как-то, но в основном все эти тезисы их родственности, они основаны на очень маленьком количестве данных. Мы знаем, например, о таких народах, как Делматы, Андезиты, Яподы, Либурны, Калапьяне и так далее. Я, если найду какую-то хорошую карту, я вставлю вот в этом месте как раз, чтобы вы видели имена, названия этих всяких племен. Но и римляне тоже об этих людях писали потому, что они в какой-то момент в истории оказались в интересной сфере римлян. Римляне с ними воевали, завоевывали их и распространяли свою территорию. Если бы славяне уже в те времена жили на этом пространстве, ну, наверняка кто-то из римских, латинских историков это бы заметил. Не может же быть такое, что всех остальных заметили, а славян нет. Ну, и кто-то скажет, конечно, что да, это специально делалось, славян набирали, потому что какой-то заговор против нас существовал. Но даже существование заговора, это предполагает какую-то высоко организованную группу на протяжении многих веков, столетий, которая всегда скрывала именно то, что нам было нужно. Но как к этому относиться серьезно? Если кто-то обвиняет кого-то в заговоре, тогда уже должен для этого иметь очень, очень сильные доказательства, а не просто так на словах, и мне кажется, или я доверяю этому историку, этому не доверяю. Надо все-таки применять логичные научные методы, которые, конечно, не без ошибок, но
все эти методы, они результат десятилетий и в некоторых случаях и столетий занятия этой темой. Так что это не просто так, что кто-то в один прекрасный день сказал: а вот, я понял, как на самом деле все было построено, а теперь я это выложу. Вернемся все-таки к нашим панонцам. Да, значит, если смотрим в этот 3-4 век, тогда действительно, что можем судить, исходя из названий и даже немного археологии, можем утверждать, что действительно некоторые кельтские племена, племенные союзы переехали или населились на территории Панонии и Хорватии, также Сербии. Это было прежде всего племя боев. Это те же самые бои, которые раньше жили на территории Чехии и Баварии, от которых, собственно говоря, и есть название Богемия, Бойхаймия, то есть земля боев, в комбинации келто-германской, или Байвария, то есть, опять же, страна боев. Эти бои населили как раз западную часть Панонии, там, где в Средневековье потом образовалось славянское княжество князя Прибины и... Это уточки у нас. Князя Прибины и князя Коцля. Вот. И мы знаем, что там в 1 веке было большое такое восстание этих племен. У нас традиционно это называется восстание 2 батонов. Тут тоже мы не наблюдаем ни за какими славянскими, праславянскими словами, что могли утверждать, что хоть что-то тут было славянское. Понятное дело, что эти иллиры условные и панонцы, которые тут жили, что они как-то были родственно связаны со славянами, так как, между прочим, все индоевропейцы связаны друг с другом. И германцы, и римляне, и славяне, и иранцы, арийцы в Индии и так далее. Конечно же, некоторые сходства будут, но эти сходства отнюдь не значит, что именно эти панонцы были славяне, или эти иллиры были славяне. Вот. Что происходило дальше? После того, как Рим завоевывал эти территории и распространил, укрепил тут свою власть, в основном граница была на реке Дунай, но там где-то до 4 века они там укрепляли свою власть. Но потом что-то происходит. В 5 веке, в 4-5 веках начинается угроза со стороны гуннов. И эта Панония становится одним из центров этих гуннов. Естественно, всякие такие военные походы отрицательно влияют на демографию. Люди начинают бежать с этих просторов или начинают уходить в менее доступные местности, то есть в какие-нибудь горные пределы или на острова, что мы видим, как правило, по целых Балканах. Некоторые могут некоторое время скрываться в более укрепленных римских городах, которых тоже было тут несколько, но в основном, опять же, эта территория была очень плохо, очень редко заселена. Что касается этой редкой заселенности, вот вспомнил один факт. Про территорию Словении обычно предполагается, что где-то в VI веке, когда славяне стали приходить сюда, что тут жило около 20 тысяч людей на таком пространстве, как Словения. А это маленький городок в России. Вот представьте себе, что всех этих людей, допустим, вы расселили по Воронежской области. Как это будет много? Как тяжело будет встретить другого человека. Ну вот. И этот 4-5 век, если вернемся к теме, они ключевые, потому что тогда начинается очень длительное время нестабильности на Балканах. То есть такое, что постоянно там войны всякие, да. И то, что мы знаем из исторических источников, это, например, что тут сначала беспорядки устроили гунны, потом их устроили готы, остготы, если конкретнее, разные германские племена типа гипидов, лангобардов. И, естественно, ну, сами подумайте, вам бы хотелось жить в местности, где постоянная война и постоянная нестабильность. Конечно же, вы как-то будете стараться уходить из этих пространств. А также одна вещь, которая очень важна,
люди перестают заниматься земледелием. Потому что земледелие, не знаю, сколько из вас зрителей из деревни, но полиделие, оно такое, что вы надеетесь на Бога, на то, что вы посадите в этом году или в конце года, даст плод в следующем году. И что с урожаем все будет хорошо, что погода будет хорошая, что не будет никаких войн и так далее. Вы надеетесь на это, на стабильность. А когда этой стабильности нет, надо найти что-то другое, что благодаря чему вы сможете прожить. И одной из таких отраслей, которой можно заниматься в таком случае, это скотоводство. И это мы как раз в раннесредневековых Балканах замечаем, что народ, который остался, он переходит все больше и больше на скотоводство. Потому что со скотом вы можете ходить туда-сюда, как хотите. У вас еда есть практически сразу. Есть мясо, есть молоко, есть молочные продукты всякие. И с ними вы можете легче выжить в горах, потому что в горах там будет безопаснее. Вряд ли какие-то там армии, орды будут подниматься в горы. Зачем? Это не полезно. У вас все равно не могут украсть столько всего, чтобы из этого хорошо устроили вечеринки потом, как это можно было сделать в случае, если воевать с Римом. В общем, логично, что люди стали переходить на скотоводство. И когда уже приходим к тому моменту в VI веке, когда не заканчивается нестабильное время, тогда еще приходят авары сюда, кутри, гури, булгары, всякие разные племена, там иранского, тюркского, славянского и какого только нет происхождения. В это время мы тоже видим, что народ потихоньку убирается из таких, особенно открытых таких полей, и уходит в горы, уходит на острова, как я уже сказал раньше. И это мы видим до сих пор. Очень многие у нас тут в комментариях, да и вообще это популярная тема, говорить о генетике. Проблема в том, что многие из людей, которые говорят о генетике или что-то пересказывают, обычно свои знания основывают на очень сомнительных источниках и совсем не так понимают генетику. Думают, что есть гены, которые определяют народность или что-нибудь еще такого рода. Генетика все равно полезная, она нам о чем-то говорит, она может нам сказать о каких-то родственных связях и так далее, но гены не носят на себе какую-то надпись, что я славянин, или я германец, или я там кто-то еще. Генетическая картина какого-то народа – это, скорее всего, уже последствие того, что какой-то народ создался, что у него какой-то замкнутый или полузамкнутый круг, в рамках которого потом люди выходят замуж, женятся, имеют общих детей, имеют культуру имеют свою религию, свою юридическую систему. Вот. И это тогда влияет, конечно, на то, как разные популяции, это термин из генетики, или разные народы будут выглядеть с генетической точки зрения. То есть гены – это не причина народности, если можно так упростить, а скорее это следствие. Если посмотрим на эту картину на Балканах, тут протестированных всего вместе не так много людей, не так, чтобы кто-то думал, что миллион, тут около 10 тысяч или может быть чуть больше уже сейчас. И у нас есть какие-то, так сказать, индикаторы или направления, в каком смысле можем толковать генетическую картину балканцев. И то, что интересно, что те гаплогруппы, которые обычно ассоциируются с народами из дославянского происхождения, они как раз больше всего сконцентрированы на островах хорватских, но и то не всех, ну и потом еще в таких более тяжело доступных местностях. Но так как генетика еще довольно молодая наука, первые такие генетические исследования, если мне память не изменяет, начались только то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х годов. И думаю, что еще очень много времени пройдет, прежде чем у нас будут какие-то более-менее достоверные данные о чем-либо. Пока они просто там развиваются, поэтому можете читать в статьях, кто читает статьи про генетику, что так часто выводы меняются. И археология, и генетика, и
я бы сказал, человеческий разум говорят в пользу одного, что дославянское население стало, то есть не стало, а еще продолжило еще с гунских времен убираться в менее доступные места. Потом мы узнаем о том, что приходят славяне, наши местные автохтонисты, лжеученые очень часто говорят, что нет никаких известий о том, что славяне завоевывали тут террены балканские, южнославянские. На самом деле их уйма. И они не ограничены только на один народ. Это источники франкские, это источники римской курии, папы, это источники византийские, допустим, Теофилакт Самоката, Маврикий, или псевдомаврикий, как сейчас принято говорить, потом Менандр Протектор, потом, ой, забыл, как тут сирийский называется на сирийском языке. В общем, есть уйма источников, которые говорят точно о битвах и которые упоминают очень много славян, антов по именам. По именам, и мы даже знаем много военных операций. Просто это как-то, эту часть, мы в Хорватии в школах не проходили эту часть истории. И, ну, просто как бы, да, сказали, что славяне там переселялись. И максимум, что говорили, это аварская и славянская и персидская попытка завоевывания Царьграда в 625-26 годах. И это все. Но в источниках зафиксированных еще очень много битв, которые происходили до этого. Со своими героями, своими успехами и провалами. Так что там на самом деле есть что узнать. И надеюсь, на нашем канале будем об этом рассказывать. То есть не надеюсь, а там даст Бог, будем рассказывать об этом. Как-то мне кажется, что сегодня я очень часто отхожу от темы, поэтому вы мне напишите, нравится ли вам способ подачи или не нравится, или я слишком отхожу. Тогда я в будущее напишу себе какую-нибудь такую скрипту, чтобы я мог следить за порядком. Ну так вот, мы в VI веке, когда на этих территориях появляются славяне. Первые контакты со славянами, конечно, часто бывают насильственные. Славяне воюют против местного населения, местное население воюет против славян. Части местного населения уходят вместе со славянами. И дальше потом ходят с ними в походы. Но и спустя некоторое время, столетия, можно так сказать, эти славяне и это местное население, которое осталось, которое до того времени было прям романизовано, они начали торговать друг с другом и потихоньку смешиваться. И был такой момент, что славянский язык был более престижным, и поэтому все больше и больше населения начинает переходить на славянский язык. В те времена еще не можем говорить о каком-то славянском, или хорватском, или сербском, или боснийском. Это в лучшем случае юго-западный балканский диалект у нас на территории Македонии и Болгарии, юго-восточный славянский диалект. А что касается языка, что интересно, что в современных южнославянских языках очень мало того, что можем связать с теми очень редкими надписями на каких-то местных языках, так чтобы это не была латынь. В хорватском языке обычно говорят, что слово «ярбол» либурнского происхождения, но оно тоже пришло в хорватский через латынь, что говорит о том, что славяне не были в прямом контакте с этими местными не римскими племенами. И исходя из этого тоже видим, что этого местного населения не было не так много, и оно не имело такое большое культурное значение. Но это такие факты, которые мало кто не местный, знает. Смотрите, у нас в истории Хорватии была такая республика Дубровник. Рагуза в латыни. И на самом деле там еще в 14-15 веках, если мне память не изменяет, говорилось на одном варианте местного латинского языка, который назывался рагузейский.
И мы в источниках наблюдаем за тем, что отличаются романские жители города от славянских жителей города. И еще лучший пример – это латынь, на которой говорили на Северно-Далматинских островах. Этот язык назывался вилётским. Последний носитель этого языка умер, внимание, в 1898 году. Хотя, насколько мне известно, уже он был такой, что он эти слова выучил от своей бабушки. То есть это не итальянский язык, это отдельный романский язык, который, скорее всего, входил в одну и ту же макрогруппу с рагузийским романским языком. Ну и говорили на нем, так, чтобы не ошибиться, на острове Црес, по-моему, Велья. Вот. Ну, так что, как видите, практически до начала 19 века были эти романские языки. Ну вот, и на этом сегодня закончу, потому что вижу, что уже полчаса говорю. Пишите, вам понравилась сегодняшняя тема, и есть ли еще похожие темы, которые вас интересуют? Какое видео вы бы хотели еще посмотреть? И опять же в конце хочу поблагодарить всех, кто выдержал со мной до конца сегодня. И особенно тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Спасибо вам за всю вашу поддержку. Нам это действительно очень много значит. Увидимся в следующий раз, господа.